Боже, зачем я это прочитал? Какой сегодня день? Вторник? Суббота? Неудача за неудачей. Я не знаю, выживу ли я. Этот голос сводит меня с ума. Я вижу его повсюду. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Эти строчки принадлежат советскому поэту Вадиму Сергеевичу Шефнер. И на первый взгляд, казалось бы, все предельно ясно. Поэт пытается сказать, что значение слова в наши дни так велико, что им можно буквально вершить судьбы. Но что если я скажу вам, что словом в действительности можно убить? По-настоящему. В буквальном смысле. И нет, речь не о ятрогении и даже не о давакине. Приветствую, друзья. Сегодня вы узнаете, что такое ад Томино, откуда он появился, кто и почему был проклят и кто пострадал от него. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В наше время существует множество городских легенд. Слендермен, Кровавая Мэри, Мостовой червь, аллигаторы в канализации и, в конце концов, все это, несомненно, является лишь страшными сказками, созданными для того, чтобы напугать детишек. Но многие достаточно мнительные люди, в том числе и взрослые, по-настоящему верят в это и стараются избегать случаев упоминания этих легенд. Об одной из этих легенд я вам сейчас и расскажу. В стране восходящего солнца существует множество городских легенд. Куколка Акику, Тек-Тек, Тоннель Кийотаки, Саторо-кун и многое другое. Но нас интересует ад Томино. О нем мы и поговорим поподробнее. Ад Томино — это стихотворение. И согласно легенде, любой человек, кто прочитает его вслух, как минимум заболеет или покалечится. Но самый худший исход — это смерть. Многие японцы искренне верят в это и боятся мистического стишка. Если вкратце, то стихотворение повествует о нелегкой судьбе юного мальчика, который отправляется в ад за старшей сестрой. Но, чтобы вернуться обратно, он должен с улыбкой на лице переносить все тяжести и невзгоды, которые сыпятся ему на голову в аду. В интернете можно найти множество случаев, подтверждающих силу мистического стиха, даже в русскоязычном сегменте. Серьезно, загуглите «Ад Томино» и найдете множество форумов со статьями о мистических действиях стиха. А если прочитаете комментарии, то найдете и многих пострадавших. Некоторые пишут, что, дочитав только половину стиха, они бросали его, так как им становилось плохо. Начинала болеть голова, в глазах появлялась темнота, и все это сопутствовалось болью в животе и также рвотными рефлексами. Другие утверждают, что попадали в аварии или с ними случались несчастные случаи сразу после прочтения стихотворения. Третьи говорят, что даже прочтение стихотворения про себя как минимум навлечет на читателя болезнь. Но откуда же пошла вся эта мистика? Чтобы ответить на этот вопрос, надо углубиться в историю мистики самого стихотворения. Согласно городским легендам, ад Томино был написан Емото Инхута после того, как у писателя погиб сын. Именем сына Емото и наградил своего героя в стихотворении. Душа мальчика не смогла успокоиться, так как любовь родителей не позволила ему отправиться в загробный мир. И он застрял навеки в нашем мире. Назвав стихотворение именем сына, рассказав в нем о его душевных страданиях, Емото, сам того не осознавая, создал для души Томино сосуд, которым и стало стихотворение. Согласно такой трактовке, каждый раз, когда кто-то читает стихотворение вслух, мальчик слышит это и приходит к читающему. По одной из версий, Томино появляется перед порогом дома в полночь и ждет приглашения войти. Ведь ни один дух не сможет пересечь порог вашего дома без приглашения. Он будет следовать за вами повсюду, дожидаясь, пока вы не разрешите ему войти. И как только это произойдет, вы умрете. Убивает Томино как раз таки в отместку, из-за того, что вы долго не приглашали его к себе и потратили его драгоценное время впустую. А теперь вторая трактовка. Некоторые утверждают, что опасность несет не только прочтение вслух, но и про себя.
Оказывается, если вы прочитаете стихотворение про себя, то поселите мальчика в своей голове. Он будет находиться в ваших мыслях и управлять вашим разумом. Поэтому в скором времени мысли о самоубийстве начнут появляться в вашей голове. Зачем Томина делает это, спросите вы? Так он же неуспокоенный злой дух. Работа у него такая. Если вы загуглите Ад Томино, то наверняка наткнетесь на изображение вот этой девушки. Практически каждая статья в интернете про проклятый стих сопровождается этим изображением. По легенде, именно это изображение и являлось иллюстрацией к стихотворению, оставленное самим автором. Высокая женщина с длинной шеей олицетворяет мать Томино и является наглядной аллегорией на все те муки, через которые прошел мальчик в аду. Еще есть версия, что стихотворение нашла дочь Ямато Инхута после смерти отца, когда убиралась в его комнате. Стих был написан на рваном клочке бумаги, и как только девушка прочитала его вслух, сразу же умерла. Вскоре, когда обнаружили ее труп и клочок бумаги в руке, стихотворение решили опубликовать, и именно после этого и началась череда смертей. В оригинале стихотворение выглядит так. В русской локализации примерно так. Я надеюсь, никто из вас не прочитал его вслух, так ведь? Но даже если и прочитали, то не стоит бояться, ведь смерть наступит только после того, как прочитать стихотворение вслух на японском языке. Так что если вы не умеете читать по-японски, то можете расслабиться. Если же вы владеете таким навыком, и все же прочитали текст мистического стихотворения в оригинале, да еще и вслух, то у нас для вас плохие новости. Вскоре вам поступит звонок на телефон, и их хриплый голос скажет, что у вас осталось 7 дней. Этой же ночью во сне к вам придет Фредди Крюгер. А когда вы проснетесь, в окне увидите силуэт человека. Вспышка молнии осветит таинственного незнакомца, и вы с ужасом увидите, что у него нет лица, а одет он в деловой костюм. Ситуацию усугубит еще и то, что вы вспомните, что живете на 13 этаже. Благо вы успеваете включить свет, но тут же обнаруживаете в комнате человека в хоккейной маске с мачете в руках. Посмотрев на календарь, вы вспомните, что на календаре 13 число, да еще и пятница. Вы лезете под кровать, но там уже занято, ведь монстр под кроватью никуда не делся. И вдобавок ко всему этому открывается дверь в вашу комнату, и в нее заходит Салли с Майком Вазовски. И пока этот фарс не зашел слишком далеко, предлагаю остановиться. Простите, немного увлекся. Итак, теперь поговорим серьезно. Ничего с вами не случится, даже если вы прочитаете Ад Томино на всех языках, диалектах и наречиях мира. Хоть вслух, хоть про себя, хоть перепишите его себе в тетрадь 100 тысяч раз. Почему? Да потому что это лишь детская страшилка, которую в интернете раздули до невиданных масштабов, полностью изменив историю его создания, автора и главного героя. А теперь я расскажу вам всю правду об Итачи. То есть об Ад Томино. На самом деле стихотворение принадлежит не Ямато Инхука, а Сайдзё Ясо, японскому писателю, поэту и сочинителю многих текстов популярных песен. Сайдзё родился в 1892 году, а умер в 1970. Стихотворение «Ад Томино» он опубликовал примерно в 1919 году в сборнике сочинений. Ямато Инхуко, в свою очередь, до сих пор жив и здоров. Он является кинокритиком, поэтом и по совместительству ученым-семиотиком. Но почему же авторство проклятого стихотворения приписывают именно Ямато? Дело в том, что именно Ямато и является тем, кто придумал эту страшную историю про стих-убийцу. В одной из своих работ Ямато и описал действие мистического стихотворения. По его версии, первой жертвой стихотворения стал Тараяма Сюдзи, известный в Японии режиссер. Тараяма Сюдзи был большим поклонником творчества Сайдзё. Он не раз перечитывал его стихотворения, и даже вслух перед большим числом слушателей на разных поэтических вечерах. И как утверждает Ямато, Тараяма умер на следующий день, после того, как прочитал Ад Томино вслух с выражением перед слушателями. На самом деле это не совсем так. Да и есть основания верить в то, что знаменитый режиссер умер через несколько дней после прочтения стихотворения. Вот только Ад Томино никак не мог помочь ему быстрее уйти в мир иной. Как известно, Тараяма был серьезно болен и умер не от прочтения стихотворения, а от цирроза печени, который развился у него задолго до прочтения проклятого стихотворения. В действительности же, Ямато Инхука смог сопоставить два этих события и создать нечто ужасное и мистическое из обычного стечения обстоятельств, превратив обычное стихотворение в мистическое и проклятое. Для чего он это сделал,
непонятно. Возможно, он действительно верит, что два этих факта как-то связаны между собой. Возможно, так сказать, пранк вышел из-под контроля. Точного ответа нет. Теперь, что касается изображения женщины с длинной шеей. Во-первых, никакой ассоциации с Ато Мино оно не имеет. Эта картина принадлежит японской художнице Тацусима Юку. С ее работами вы можете ознакомиться в интернете. Вот несколько из них. Согласитесь, стиль четко прослеживается. Просто в статьях об Ато Мино не было никакой иллюстрации. И, по всей видимости, один из пользователей сети решил, что для пущего эффекта статье необходимо какое-то страшное изображение. И путем недолгих поисков он наткнулся на работу Тацусима Юку, решив, что она лучше всего подойдет для Ато Мино. А дальше изображение и статью начали копировать и загружать в других источниках. И, наконец, обратимся к самому содержанию стихотворения и его герою. Начнем с того, что Томино на самом деле не мальчик, а девочка, возраста 12-13 лет. Она является младшей дочерью Юдзе, проститутки, не путать с гейшами. Ее старшая сестра больна туберкулезом, от этого и плюется кровью. Чтобы спасти старшую дочь и купить лекарства, мать вынуждена продать младшую дочь Томино. И все повествование в стихотворении ведется не от лица Томино, а от лица ее матери, которая рассказывает о своих проблемах и о том, что вынуждена обречь на вечные муки младшую дочь, чтобы сохранить жизнь старшей. Что ж, как видите, не стоит принимать за истину в последней инстанции все, что написано в интернете. Ведь во многом все страшные и необъяснимые мистические события рождаются из недоказанных слухов, случайных событий и нелогичных фактов, которые, если углубиться в первоисточники и хорошенько постараться, можно легко развеять. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.